Мужчина замечает тонущего льва среди бушующего наводнения и понимает, он еще жив. То, что он решает сделать дальше, шокирует всех. Дэвид был рейнджером уже 22 года и знал природу как свои 5 пальцев. Утром все было спокойно, но к полудню пришло сообщение. Плотину прорвало, надвигается мощное наводнение. А затем второе. Лев зажат водой на крошечном участке суши и не может выбраться. Дэвид сразу понял, о ком речь. Это был Тао, лев, которого он спас много лет назад из браконьерской ловушки. Тогда зверь в панике сильно ранил его, оставив шрам на руке. Со временем Тао вырос в вожака Прайда. Когда Дэвид добрался до места, он увидел небольшую размываемую водой островную кочку. На ней метался Тао. Вокруг кружили крокодилы, а вдалеке приближалась лодка браконьеров с оружием. Вода продолжала прибывать. Времени почти не осталось. Дэвид высадился на нестабильный участок суши. Земля под ногами была мягкой и проваливалась. Один из крокодилов выбрался совсем близко, но вскоре снова скользнул в воду, продолжая ждать. Лев был напуган и агрессивен. Дэвид попытался усыпить его дротиком, но промахнулся. В тот же момент земля под Тао начала проваливаться. Он угодил в жидкую грязь, которая затягивала его все глубже. Дэвид бросился к нему, пытаясь удержать веткой, но она сломалась. Тогда он достал веревку и, рискуя жизнью, приблизился к льву. В глазах Тао уже не было ярости, только усталость и страх. Лев перестал сопротивляться. Чтобы успокоить его, Дэвид начал тихо свистеть простую мелодию, которой его научил отец. Когда-то он спасал животных, используя этот же прием. Лев немного успокоился. Этого хватило. Дэвид закрепил веревку, но вытянуть 190-килограммового зверя из трясины в одиночку оказалось невозможно. Грязь поднималась все выше. На берегу уже собралась семья Тао, самка и детеныши, наблюдающие за происходящим. Помощи ждать было неоткуда. Браконьеры приближались. В отчаянии Дэвид заметил сухое дерево неподалеку. Он рискнул. Пробежал через воду с крокодилами к лодке, взял пилу и вернулся. Быстро спилив часть ствола, он сделал рычаг. Собрав последние силы, Дэвид нажал на импровизированный рычаг. Сначала ничего не происходило, но затем грязь с чавканьем отпустила льва. Тао медленно начал подниматься, пока полностью не выбрался и не рухнул на землю. Но опасность не закончилась. К берегу подплыли браконьеры и направили оружие. Дэвид встал перед львом, готовый защищать его ценой жизни. Один из них попытался выстрелить, но оружие заклинило из-за воды. В этот момент появился вертолет заповедника. Браконьеры, решив, что их окружили, скрылись. Тао подняли на носилках и доставили в безопасное место. Через 3 недели лев полностью восстановился. Его выпустили обратно в дикую природу. Тао медленно вышел из клетки, а затем встретился со своей семьей. Самка и детеныши окружили его. Прайд снова стал целым. Дэвид наблюдал издалека. Перед уходом Тао обернулся. Их взгляды встретились. Дэвид поднял руку и тихо свистнул ту самую мелодию. Лев ответил низким тихим звуком, словно благодарностью, и ушел вместе со своей семьей в высокую траву. Тао продолжил жить и вести свой прайд, а шрам на руке Дэвида навсегда остался напоминанием о той связи, которая сильнее страха, боли и даже смерти.